Фуриоса. Хроники безумного Макса. Скажу вам сразу, это первый фильм за 2 года, который я обязательно пересмотрю. Несмотря на некоторые преувеличения, которые я отмечу позже, картина захватывающая и интересная. Она просто приковывает внимание сложным и увлекательным киноязыком, безупречной операторской работой, потрясающими сложными трюками, динамичными погонями, монструозными машинами и черным юмором. Работа над фильмом выполнена на высочайшем уровне и требовала значительных усилий со стороны команды создателей. Это громадный объем вложенных усилий, который виден во всем. Несмотря на свой возраст, Джордж Миллер продемонстрировал отличную творческую форму, а с годами он, кажется, становится только лучше. Эта картина отличается от всего, что он ранее создавал. Являясь по своей сути трагедией мести, в постапокалиптическом мире фильм рассказывает о знакомом нам конфликте между автомобильными бандами и дикими байкерами на бескрайних просторах безжизненной пустыни в стиле дизельпанкового боевика. Однако в футуристической манере присутствуют размышления на более тонком уровне мироощущения, которые пропитаны жизненным опытом и творческими испытаниями Миллера как творца. Режиссер вместе со сценаристом Ником Латурисом подчеркивает символизм, не заигрывая с мифологией. Они честно показывают то, что осознают и понимают сами. Осторожно, стараясь не спугнуть зрителя, фильм задает вопросы публике, жаждущей зрелищ. Что объединяет ироничного мессию-садиста и жестокого диктатора? Для чего мы убиваем друг друга и кто ведет нас на войну? Ради чего и ради кого мы жертвуем собою? Дух времени, милитаризм, политический популизм читаются в картине. Острые темы разбросаны крошками, которые может уловить вдумчивый зритель. Миллер создает персонажа философа, близкого к антигерою, который фактически не имеет влияния на сюжет, но обосновывает личную арку злодея. Этот персонаж-мудрец отсылает к античному мыслителю Анаксарху, ученику Демокрита, который был придворным ученым Александра Македонского. Именно он предложил официально провозгласить Александра богом и ввести проскинезу – земной поклон с целованием ног. Я полагаю, вы понимаете, для чего тиранам и диктаторам нужны просвещенные идеологи. В то же время у Александра был еще один придворный мудрец – Калисфен, ученик Аристотеля. Калисфена называли совестью Александра за то, что он не боялся порицать великого полководца. И совесть эту Александр благополучно казнил. Доподлинно неизвестно, как умер Калисфен, но точно не по своей воле. Видимо, плюшевый мишка, закованный цепями, и есть та самая совесть антагониста. Мы видим багровое распятие, жертвенный крест, символизирующий собою искупление и спасение новой земной колыбели, матриархального рая на останках человеческой эры. Позже, в финале, режиссер закончит рассказ, используя такой же символизм. Прообраз искусительницы сорвет плод с дерева, выращенного на гнилом теле. Фуриоса дарит персик избранным сестрам. Эта сцена отсылает к образу «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, смысл которой не прямой, но и не косвенный, а основополагающий, и кроется он в женщине. Юная героиня теряет парик с плетенными колокольчиками. Она освобождается от детских иллюзий, сбрасывает символ рабства. На этих мощах, как феникс из пепла, возрождается обновленная Фуриоса. Питаемая местью, она, набираясь сил сквозь время, идет к своему предназначению. Мужской мир в этой картине – это жестокость и сумасшествие, под звуки рыкающего мотора. Увечья и шрамы – неотъемлемая часть жизни и плата за выживание. Маскулинный анахронизм в садистской опере самоуничтожения. Всадники апокалипсиса, оседлав железных коней, окропленные кровавым символом, под рев моторов, несутся, сея гибель и смерть в ослепительно ярком мире будущего.
В этом мире буйных красок Миллер преподносит новую икону дизельпанка, великую, ослепленную гневом Фуриосу. Будучи женщиной по природе, автор дал ей всю мощь мужской силы, наделил пророческими смыслами. Перед просмотром я понимал, что героиня будет обладать сверхъестественными навыками к выживанию и фантастическими возможностями. И нужно признать, это так и есть. Хрупкая женщина оказывается умнее, хитрее, способнее, чем все мужчины вместе взятые в этом фильме. Ну что сказать, таковы нравы нашей эпохи. Доминация женского влияния, как вирус, проник во все области искусства, а в кино в первую очередь. Я не открою секрет, если скажу, что женская индустрия услуг и товаров является наиболее востребованной. Женщины в нашем мире самые щедрые потребители. Они тратят космическое количество денежной массы, и их бесконечные потребности в состоянии разорить всю планету, и маркетологи Голливуда это хорошо понимают. Женщины более охотно идут в кино посмотреть на непобедимых героинь. Они с удовольствием, причмокивая, смотрят на тотальное уничтожение мужчин всех цветов кожи вне зависимости от физических данных. Это не было бы так смешно, как грустно. Но я хотел бы поблагодарить Джорджа Миллера за то, что геноцид в его исполнении выглядит менее унизительно, а вместе с тем, с натяжками, максимально приближен к реалистичности. В его интерпретации Фуриоса – это мужчина с женским лицом, немногословная, бесстрашная, с напряженным угрюмым взглядом, не чувствующая физической боли, а душевные страдания она трансформирует в тестостероновое топливо, поэтому в фильме у нее мало реплик, они сухие и функциональные. Фуриоса символически отказывается от слов. Ее психогенный мутизм, вызванный личной трагедией, заявляет окружающему миру о скрытой агрессии и протесте. В ее сердце нет места эмоциям, есть лишь обжигающий гнев. Если вы обратили внимание, то в финале, где она разговаривает с Дементусом, видно, что она выглядит очень уязвленной и слабой. Поэтому решение сократить ее реплики оправдано не только художественной необходимостью. Признаюсь честно, это хрупкое создание с грубым голосом, тонкими руками и детским лицом не внушает мне мифологического возмездия. Но Тейлор-Джой отлично справилась со своей ролью, передавая образ мстительницы максимально точно, а ее большие, детские, выразительные глаза пленяют своей непосредственностью, гипнотизируют и умиляют. В каждом кадре она всегда гармонична, и это заслуга режиссера, художника, оператора и, конечно же, безусловно, ее актерские способности. Все актеры максимально хорошо отыгрывают свои роли в этом скоростном смертельном вихре приключений. Но есть один персонаж, который выделяется на фоне всех остальных. Это, конечно же, Дементус, антигерой-садист с детской травмой. Это лучшая роль Криса Хемсворта за всю его актерскую карьеру. Вы можете поспорить со мной. И я не против. Пожалуйста, приводите свои аргументы. Мне всегда интересно узнать обоснованное мнение, подкрепленное и основанное на фактах, а не на личных предпочтениях. Крис Хемсворт в этом фильме действительно играет. Это ведущая роль. Это самый яркий персонаж. Остроумный, ироничный, с жестокими чертами. Возможно, его харизма не сравнится с шедевральным перевоплощением Хоакина Феникса в роли Джокера, но в этой истории, безусловно, Дементус является наиболее заметным. Это блистательный бенефис Криса Хемсворта. И я думаю, что его образ Дементуса, прижимающего к груди плюшевого мишку, заслуживает достойного места на злодейском киноолимпе. Хочется отметить великолепную работу дизайнеров и технических специалистов, создавших впечатляющие боевые машины и байки. Это настоящее произведение искусства, и смотреть, как эта механическая мощь с высокой скоростью возносит клубы песка,
Взрывается, таранит, свирепо корежит металл, завораживает. Силу мотора ощущаешь за пределами киноэкрана. Хочется самому стать пилотом такого монстра и лично испытать неповторимые ощущения. Я совершенно не хочу придираться из-за излишней хромированности. Мне кажется, такая претензия обычным синдромом пресыщенности, снобизмом, чтобы потешить свое самолюбие. Для жителей пустоши автомобиль – это не просто средство передвижения и выживания, но религиозный культ, символ бессмертия, сакральный образ перевоплощения. И неужели постапокалиптический механик не найдет хромированные железяки для своего алтаря? Конечно же найдет. Каскадерская работа – это просто эпическая мистерия. Это настоящий кинопраздник профессии. Трюки в этом фильме уникальны и изобретательны, и только каскадеры понимают, как это непросто, сложно и опасно. Конечно, можно сказать, это все спецэффекты. Но это не так. Без рискованной работы каскадеров такое кино не снимешь. Да и не хочется рассматривать его через призму зеленого экрана, потому что каждая сцена создана с огромным вниманием и любовью, и это ясно видно. Происходящее на экране с легкостью погружает в события, увлекает захватывающими автомобильными битвами, вызывает эмоциональное сопереживание. Это то кино, которое настолько вовлекает, что хочется, чтобы оно не заканчивалось. Что касается недостатков картины. Да, история уступает «Безумному Максу. Дорога ярости» и по содержанию, и по выбору героя. Сюжет очень предсказуем, повороты не изумляют, режиссеру есть что показать, но рассказывает он не так много, как хотелось бы, оставляя детали за рамками. Несмертный Джо – это функциональная фигура, не участвующая и не влияющая на развитие. История держится на реализации мести, ярком антагонисте и скоростном приключении. Есть в кинофильме и преувеличения, и они отчасти напоминают о фантастичности происходящего. К примеру, оазис изобилия находится на расстоянии суток, но на протяжении многих лет никто, кроме тупых байкеров, найти его так и не смог. А юная Фуриоса оказалась еще и профессиональным астрономом и тату-мастером и набила себе татушку с координатами своей родины. Персонажи с легкостью и быстротой выполняют ремонт автотранспорта. Вот здесь персонаж легко меняет колесо, непринужденно вынимает и вставляет ось, не задействуя тормозной диск или суппорта, оставляя ось саму по себе, которая держится на волшебном сюжете. Защитные мотоочки теперь не нужны персонажам, ведь они могут безмятежно скользить сквозь песчаные бури, клубы пыли и грязи, сохраняя высокую скорость и не моргая во время движения. Хорошо, что такая вольная трактовка используется не везде, и на этом, как говорится, спасибо. Разрыв канистры с бензином за спиной не приводит к ожогам или каким-либо травмам, и даже взрывной волны не существует, если это необходимо. В действительности же никакого взрыва не будет. Пуля пробьет емкость и полетит дальше, как будто там обычная вода. Но таковы правила жанра. Все ключевые персонажи – настоящие снайперы, у которых всегда в нужный момент под рукой валяется элитная снайперская винтовка. Ранения, переломы, выстрелы из РПГ не страшны главным героям. Вспомним сцену, где Фуриоса отрывает себе руку. Мало того, что способ, которым она это сделала, остается загадкой, и как она не умерла от шока, вызванного огромной болью, так она еще и, проливая свою кровь, с одной рукой без инструмента успевает открутить колесо у монстр-трака. Но самое фантастичное – это ее роботизированная рука с мощным бензиновым мини-мотором, превращающая этот киноакт в механическую абсурдность, непостижимую для обычных смертных. В общем, это не полный список, но я все прощаю мастеру Джорджу Миллеру. Я, не отрываясь, все 2 часа следил за Фуриосой. Такое волшебство под силу только настоящему художнику и профессионалу, болеющего киноискусством.